Здравствуй. Представься, пожалуйста, нашим зрителям. Привет, меня зовут Боброва Арина Андреевна. Я учусь на третьем курсе педиатрического факультета в первой группе. Арина, расскажи нам, пожалуйста, про свой путь в медицину. Как ты вообще выбрала поступать именно в мед? И почему выбрала факультет, в котором ты учишься? Ну, почему именно поступила в мед, даже сама не знаю, как-то так само пошло еще с 8 класса, начала как-то готовиться. А педиатрический факультет, потому что я люблю детей и работала до поступления с детьми, я работала аниматором, поэтому вот так сложилось, что решила идти на педиатрический. Очень интересно. Так, а как ты к аниматору пришла? У меня старшая сестра работала аниматором, и как-то раз она попросила меня ее подменить, вот, и после этого меня взяли на работу, я также работала вместе с ней и как бы с другими коллегами, вот, и сейчас даже я иногда выхожу также проводить какие-то праздники, а перед Новым годом мы даже вместе с Дедом Морозами ходим, я в роли Снегурочки, по домам. Вот, то есть... Очень здорово. То есть ты веселишь детей в новогоднюю Да, ночь. да. Здорово. Арина, вот скажи, пожалуйста, ты любишь детей. Ты уже заглядывала в будущее? Каким врачом бы ты хотела стать? Это будет связано с работой с детьми? Ну, косвенно, да. Я бы хотела, наверное, стать либо неонатологом, либо акушер-гинекологом, либо, ну, это вообще, конечно, не связано с детьми, либо косметологом. Но я пока еще не определилась, думаю, мне будет еще достаточно времени, чтобы это сделать. Да, это точно. Мы знаем, что ты любишь заниматься творчеством. Да. Расскажи нашим зрителям, каким творчеством ты занимаешься. Вообще раньше я занималась бисероплетением в студии, делала различные картины и поделки, участвовала в конкурсах. Сейчас, ну, естественно, так уже не занимаюсь, просто делаю какие-то украшения для себя дома или для своих друзей. Также люблю вышивать, к этому меня приучила, можно сказать, мама, так как она меня тоже всю жизнь вышивала картины. Ну и, собственно, все. Угу. Можешь нам что-нибудь показать? Да, я принесла парочку украшений, которые я делала сама. Вот, то есть... А сколько у тебя, например, уходит времени, чтобы создать вот такое вот украшение? Ну, около часа, наверное. А ты Да. делаешь только колье или какие-то еще вещи из бисера? Ну, я пробовала делать что-то типа колец, но мне не очень нравится, как это выглядит, потому что это леска, и они мягкие. Вот. Также делала сережки, но это уже в студии, они остались там, я их на конкурс отправляла. Вот. Ой, И здорово. делала, да, и также делала пару раз и браслеты тоже, они остались там в студии. А что за конкурс, подскажи, пожалуйста. Ну, у нас был конкурс в Доме пионеров, не помню, как он правильно называется, вот, и то есть там есть разные студии, там и рисование, и вот бисероплетение, вот, там есть выставка, и потом уже отправляют на региональный конкурс, точнее не региональный, а городской, вот. Но я даже не знаю, как он называется, у меня просто этим всем занималась моя руководительница. Вот. Скажи, пожалуйста, вот в свободное время чем ты любишь еще заниматься, помимо своего хобби в виде бисероплетения и вышивания? Ну, я читаю книжки, гуляю с друзьями, провожу время с семьей. Ну, чаще всего в мое свободное время это вот чтение книг, поспать, вот, и также творчество или картины, например, по номерам из алмазной мозаики также делаю. Вот. То есть ты впадаешь в такую нирвану и отдыхаешь. Ты сказала, что читаешь книги. Можешь нам посоветовать какую-нибудь книгу? Да, могу. Это моя любимая книжка. Это Агата Кристи «10 негритят». Вот. Также мне очень понравилась книжка Кристины Старк «Цианид». Ну и, собственно, это вот два моих фаворита, так скажем. Твой любимый жанр больше детективной направленности, да? Здорово, я тоже эти книги читала. Также мы знаем, что у тебя есть собака. Расскажи нам поподробнее, кто этот прекрасный зверек, который живет у тебя дома? Это шпиц, такого кремового цвета. Изначально он был белый, но потом он порыжел. Вот, его зовут Тедди. Это была моя мечта с самого детства, но у меня родители как бы были против собак. У нас была кошка еще, ну и сейчас есть Кнопа. Вот, только потом, когда уже я переехала, вместе с моим молодым человеком мы завели нашего Теддика. Вот, и сейчас вот он с нами живет. Замечательно. Как ты успеваешь за ним ухаживать? Утром надо ведь и погулять, и днем, наверное, и вечером.
Ну, вообще, в целом успеваю, так как я не одна тоже дома, то Мгм. есть и это мой парень делает. Но сейчас, например, мне очень грустно, потому что он у меня живет сейчас у мамы с папой, потому что меня нету дома, я на репетициях, вот, и я в перерывах езжу к нему и гуляю с ним, вот, скучаю. Скоро вы Да, воссоединитесь. скоро мы поедем к нам домой. Арина, спасибо большое тебе за интервью. Было очень приятно с тобой Спасибо вам побеседовать. тоже, спасибо.